Здравствуйте, друзья! В своих предыдущих видео я уже не раз поднимал тему принудительной мобилизации жителей Донбасса российскими оккупантами. Хотя, если говорить прямо, мобилизацией это назвать сложно, потому что даже мобилизация предусматривает некие правила и процедуры. Сначала вручается повестка, затем человек является в военкомат, там он проходит медкомиссию, которая должна подтвердить, что он годен к военной службе. И если у него нет никаких уважительных причин там не мобилизоваться, то тогда его уже дальше направляют в учебку, там обучают, а потом он идет на фронт. Как мы все знаем, на Донбассе все происходит совсем не так. Там людей для начала просто похищают на улицах, как животных. Вот как бродячих собак раньше отлавливали, вот так сейчас отлавливают мужиков, которые живут в Донецке и Луганске. Вот эти мобильные отряды в масках. Дальше этих людей привозят в так называемые военкоматы, где не проводят медкомиссию. То есть неважно, если у человека какие-то заболевания, может у него порок сердца, может быть у него какие-то психические отклонения, может у него туберкулез. На это всем плевать. То есть его сразу направляют на фронт без подготовки, выдают ему вместо формы какие-то лохмотья или сапоги разного размера, и все. Гонят прямо на убой. И все это происходит настолько дико, что критиковать вот эту систему, эту безумную варварскую мобилизацию стали даже сами боевики, которые воюют сейчас на стороне России. Только вдумайтесь в это, потому что они говорят, нам не нужны такие солдаты. От этих мобилизованных нет никакого толку. Они не хотят, не умеют воевать. Вот для примера давайте послушаем, что говорит один из командиров так называемой армии ЛНР про вот эту вот мобилизацию и про мобилизованных. Вот у меня на один батальон 18 бронежилетов выдали. 18 бронежилетов, и это для понимания контингент людей, это те, кто не смог убежать от комендантского патруля, когда объявили мобилизацию. То есть это хронические болезни у людей. Это все шахтеры, это все с профильными заболеваниями люди. От них требуют невозможного, от них требуют маневрирования на 20 километров за 2 часа. Российская пропаганда называет это защитой жителей Донбасса. На самом деле же это бесчеловечное истребление жителей Донбасса, потому что на войну бросают неподготовленных, необученных, зачастую даже больных людей, при этом еще и не обеспечивают их необходимой экипировкой и медицинским обслуживанием. Техники в батальоне нет никакой вообще в принципе по штату. Мы все на самообеспечении. Вот. Мы сшибаем по грошам, средства связи сшибаем по грошам. Спасибо ребятам, помогают связью. Значит, медицина это просто, если бы не было медицины извне, обычными волонтерами, которые приезжают, у нас были бы потери просто сумасшедшие. У нас по 3 батальона осталось. От них требуют невозможно. Ребята держатся с последних сил. У меня уже бунты в этих батальонах. Мы не идем, мы не пойдем. Вот. Отношение, конечно, такое. Нам все сочувствуют. На российских телеканалах в шоу Соловьева и Скобеевой такое мнение не покажут. Там давать слово вот таким боевикам запрещено. Зато там покажут, как обычно, кровожадных экспертов, которые, сидя за 1000 километров от фронта, орут, что надо дойти до Польши. Человеческий ресурс просто вот, как расходный материал. У нас разговор идет о 27-20, 27-18. Это самый левый фланг, значит, второго армейского корпуса. Самый левый фланг. Мы сейчас в ДНР стоим. У меня люди спрашивают, почему мы стоим в ДНР, почему мы не воюем за ЛНР. В ЛНР осталось 2 населенных пункта. У меня начинаются солдаты спрашивать, значит, почему мы освобождаем ДНР. А пойдем ли мы дальше? Зачем нам Харьковская область? Для себя я ответа тоже получить ни у кого не могу. Что будет дальше? Что будет дальше с этими людьми? Это резервисты. Это не контрактники, это их понасобирали. Загнали в военкоматы, на шахтах всех там, допустим, никто, медконтроль вообще никто не проходил. Вот хромой, косой, астматик, с туберкулезом люди, их забирают, все, вперед, за орденами. Как видим, мобилизация стала принимать уже настолько бесчеловечные и жестокие формы, что ее проклинают даже те, кто должен был бы ей вообще-то радоваться. Все понимают, включая и боевиков, что происходит масштабное военное преступление. Военное преступление России против гражданского населения Донбасса, против украинцев,
которых вынуждают воевать против Украины, заставляют воевать против своей страны. И теперь мы четко видим, что именно заставляют и принуждают. То есть добровольно никто там не бросился на Донбассе воевать против Украины. Жители Донбасса этого не хотят. Их заставляют, их отлавливают. Россия делает это с ними намеренно, потому что России их не жалко. Россия их использует в качестве расходного материала. И как мы слышим, это признают даже сами боевики, которые воюют на стороне России. Поделитесь этой информацией, друзья, и подписывайтесь на канал.